Давай, поехали, да? Привет, дорогие друзья! На канале Изман Про новый выпуск. Выпуск я посвящаю профессиональному спорту. Как я и анонсировал ранее, мы будем беседовать о различных видах спорта, смежных армрестлинга. Профессиональный армрестлинг стремительно развивается. Благодаря усилиям Лиги ПАЛ мы видим, что профессионалы собираются на одной сцене, на одной арене, и мы можем увидеть в формате шоу, кто же из этих спортсменов самый сильный. На кого равняется армрестлинг? По словам президента Лиги ПАЛ Игоря Мазуренко, мы знаем, что Дана Уайт и его лига UFC один из ярких примеров профессионального вида спорта. Лига UFC привлекла деньги рекламодателей, Лига UFC привлекла деньги от продажи прямых трансляций Pay-Per-View. По этой же схеме идет развитие и Лиги ПАЛ в армрестлинге. Но сегодня в моем выпуске я хочу поговорить о спортивной этике в профессиональном спорте. Все мы знаем, что составляющей профессионального спорта является шоу. Когда-то шоуменами были люди из бокса, такие люди, как Майк Тайсон. Он любил цеплять своих соперников, говорить им что-то перед боем и ломать их психологически. Естественно, промоутеры это подхватили, начали это раскручивать, и таким образом профессиональный спорт оброс этим хайпом, этим трэш-токингом. В Лиге UFC приветствуется этот трэш-токинг. Мы прекрасно знаем, что все пресс-конференции с участием мировых звезд боев без правил не обходятся без того, чтобы кто-то из звезд не начал какой-то конфликт. То ли словесный, то ли попытался ударить своего соперника. Меня очень беспокоит тот факт, что спорт, становясь профессиональным, превращается в шоу. И элементы фейрплей, чистой игры, честной игры, они теряются, они просто стираются. Конечно же, хотелось бы видеть в спорте джентльменское поведение. Как кто-то сказал, что бокс – это игра двух джентльменов, которые выясняют, кто из них сильнее при помощи жестов. Совсем недавно прошел нашумевший бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Мы прекрасно знаем, какая составляющая была до этого поединка. Мы знаем, как долго Хабиб шел к этому бою. Мы знаем, как вел себя Конор по отношению к Хабибу и к другим своим соперникам. Здесь нужно отдельно остановиться на личности Конора. Кто такой Конор Макгрегор? Конор Макгрегор для меня это звезда, это номер один в этой категории в Лиге UFC, человек самый яркий, самый популярный, самый харизматичный и, к сожалению, самый неуравновешенный. Но плюс ли это или минус Конора? Наверное, все-таки плюс. Плюс в первую очередь для тех людей, которые смотрят, плюс для зрителей. Конор популяризирует Лигу UFC благодаря своему поведению. И я думаю, что у Конора полный карт-бланш от Даны Уайт, полный карт-бланш от спонсоров лиги. Потому что если бы не было Конора Макгрегора, лига не была бы так популярна. Конор дает зрителю то, что ему нужно. Он дает ему мясо, он дает ему кровь, он дает ему хайп. Своим поведением Конор показывает, что он не оглядывается на имена, ему плевать на всех, и он идет к своей цели напролом. Позволю себе предположить, что такой человек, как Конор Макгрегор, если бы он не существовал, то Лига UFC должна была бы его создать. То есть они должны были бы взять какого-то из спортсменов и дать ему возможность вести себя именно так, как ведет себя Конор. Потому что это то, что любят зрители. Нас мало интересует поединок из 3 либо 5 раундов в UFC. Мало кто из зрителей анализирует поединок со спортивной точки зрения. Большая часть зрителей смотрит на то, что происходит до поединка, и на то, что происходит после поединка. Если говорить о сопернике Конора, Хабибе Нурмагомедове, то нужно сказать, что Хабиб вел себя очень сдержанно. Он вел себя максимально чисто и честно, как спортсмен. То есть Хабиб показывал правила фейрплей еще до поединка. Он вел себя абсолютно корректно, он не отвечал на нападки Конора и был максимально сдержан. Так как это событие, бой Конора и Хабиба, было самым ярким спортивным событием в профессиональном спорте в Лиге UFC, конечно же, я хочу остановиться отдельно на самом поединке. Многие зрители хотели увидеть, кто же сильнее, Хабиб либо Конор. Лагерь болельщиков разделился кардинально. В Америке не очень любят Хабиба, любят Конора. Американский рынок привык к тому, называю это именно рынком,
вид спорта UFC и их зрителей в США, потому что этот рынок потребителей, которые жаждут Конора, конечно же, они болеют за него. Сам поединок прошел очень круто и очень классно. Организаторы боя сделали все для того, чтобы рефери во время поединка обеспечил максимально честный поединок, честный бой, согласно правил UFC. Многие после боя сказали о том, что этот бой был скучным. Несмотря на то, что он был самым ожидаемым и самым ярким, сказали, что было скучно, потому что Хабиб вел себя незрелищно во время поединка, дрался не так, как они хотели. Друзья, если мы говорим о спорте, если мы не говорим о шоу, Хабиб сделал все для того, чтобы победить. Он вел себя как профессиональный спортсмен, и он достиг своего результата. Акцентирую внимание на том, что многие говорят, поединок был договорным, потому что Конор прилетал в Россию, возможно, ему что-то сказали, о чем-то его попросили. Ребят, ну как вы думаете, можно ли 4 раунда Конору отлежать на спине, когда тебе в голову заколачивают гвозди? Мне кажется, это нереально. 4 раунда держать удары Хабиба Нурмагомедова. Многие из вас заметили на повторах, когда мы уже все пересматривали трансляции неоднократно, как Хабиб Нурмагомедов начал говорить во время боя с Конором. Когда он просил, говори еще, почему ты не говоришь? На что Конор ответил ему, это только бизнес. И здесь нужно вернуться к тому, что было до поединка. Конор оскорблял Хабиба. Конор говорил о нем гадости. Конор оскорблял отца Хабиба. Конор оскорблял религию Хабиба. Конор плохо говорил о стране Хабиба. И могу сказать, что такой хайп и такой трэш-токинг, наверное, позволен только Конору Макгрегору. Но рано или поздно ему пришлось бы за это ответить. И именно во время поединка с Хабибом Нурмагомедовым ему пришлось отвечать за эту звездную пыль, которую он искусственно подает. Не знаю, чем заслужил Хабиб такое антирасположение Конора, но если рассматривать поединок Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера по правилам бокса, то все мы помним, что поведение Конора отличалось. Он, конечно же, вел трэш-токинг относительно Флойда, но он был более сдержан. Он не переходил на личности и не говорил такие гадости, за которые ему пришлось бы отвечать. Относительно фразы Конора Макгрегора «это просто бизнес», адресованной Хабибу во время боя, нужно немножечко разобрать, что же значит бизнес для Конора. Мы видим, что эта фраза показывает, что Конор все-таки бизнесмен. Друзья, мы же хотели увидеть в лиге UFC чемпиона, или мы хотели увидеть лучшего бизнесмена. Мы знаем, что гонорар Конора Макгрегора был самым большим. Ему сулили $50 миллионов. Хабиб дрался за 2 миллиона. И отбросив деньги и говоря только о спорте и о спортивном результате, друзья, мы же получили с вами настоящего чемпиона, человека, который прошел 1, 2, 3 и часть 4-го раунда. И он заслуженно выиграл Конора в ринге. Было очень много разговоров о том, что Хабиб ничего не представляет из себя в стойке. Конор показал до этого в поединке с Флойдом, что он умеет боксировать, что он классно передвигается ногами, умеет держать руки, умеет работать из стойки, умеет работать сериями, умеет защищаться. И все прогнозировали, что Хабиб будет пропускать в стойке и переходить в партер, будет переходить в ноги, будет проводить приемы борцовские и переводить это все на настил ринга. Но, как мы увидели, Хабиб достал Конора из стойки. Если мы говорим о бойцовской технике, об ударной технике, то Хабиб оборонил Конора на ринг, а Мейвезер этого не сделал. Хотя Мейвезер истинный король в боксе, а Хабиб, как о нем говорили, ничего не представляет из себя в ударной технике. Конечно же, Хабиб делал много тейкдаунов, делал проходы в ноги, и борцовская техника позволила ему контролировать полностью ход поединка, измотать Конора Макгрегора и вести бой по своим правилам. Но в 3-м раунде Хабиб встал, и Хабиб провел его в стойке. Он давал Конору работать и работал на дистанции. То есть Конор не мог его достать. Может быть, он устал. Но если мы говорим еще раз о спорте, а не о бизнесе, о спорте, а не о шоу, то Хабиб как спортсмен показал то, что он номер 1 в этой лиге. Многие зрители хотят хлеба и зрелищ. Хлеб и зрелища, что они представляют из себя в профессиональном спорте? Если мы берем лигу UFC,
то, конечно же, зрелище хочется видеть следующее, когда два атлетически сложенных чемпиона, претенденты-чемпион, бьют друг друга по лицу, кровь хлещет по рингу, всех заливает кровью, они валяются на полу, кто-то из них попадает в нокдаун, кто-то попадает в нокаут, и это любят зрители. Что же значит для нас хлеб? Вот хлеб, ребята, еще раз вернемся к Флойду Мейвезеру, это то, что показывает нам Флойд. Его трэш-токинг до поединка, он ездит на автомобиле, открывает багажник, который забит баксами, тоннами долларов, он возит миллионы долларов с собой, он тратит эти деньги так, как он хочет, и, конечно же, зрителю это нравится, видеть человека, который с легкостью прощается с такими суммами денег, оборачивает такие суммы денег. Это и есть тот хлеб, который дает нам профессиональный спорт. Ну и, конечно же, обсудив те 10%, о которых я говорил ранее, сам бой занимает у нас всего лишь 10% в нашем фокусе зрения зрителя. Если мы говорим о том, что до боя был трэш-токинг, то после боя начался настоящий трэш, потому что Хабиб взлетел через сетку ринга и бросился в толпу, там, где был угол поддержки Конора Макгрегора. Он попытался достать Дилана, тренера по джиу-джитсу Конора. Началась возня, началась драка, полиция за всем этим не успела, их начали разнимать, началась суматоха, поддержка Хабиба влетела через сетку в ринг и началась драка в ринге. Дана Уайт сказал, что все прошло на высшем уровне, что они обеспечили безопасность. Профессиональный спорт требует не только хорошего и честного судейства, качественной картинки, многомиллионных гонораров, но и безопасности спортсменов и зрителей. Дана Уайт, к сожалению, вместе со своими соорганизаторами не смог обеспечить четкой работы полиции, четкой работы охраны во время поединка. Я считаю, что такие чемпионы, как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, не должны участвовать в таких драках после боя. Хабиб сорвался. Я считаю, что это не спортивно, это не профессионально, но все-таки у человека накипело. И, наверное, это было заслужено, то, что он попытался добраться до Дилана. То, что произошло с Конором после завершения боя, после того, как Хабиб выпрыгнул из клетки, требует отдельного разбирательства. Мы видели, как и Садулай Мирагаев, Зубайрат Ухугов и Абубакар Нурмагомедов также влезли в клетку и начали драку с Конором. Они набросились на человека, который стоял в ринге, который провел поединок, которого Хабиб и так уже деклассировал и показал ему все, что он должен был показать, и начали его избивать. Охрана с этим пыталась справиться, но пару прилетело Конору. Вышеперечисленные бойцы не должны принимать участие в таких драках после боя. Если, ребята, вы хотели поддержать Хабиба, наверное, вам нужно было быть рядом с ним в толпе, но никак не у Конора. Да, Конор оскорблял и вас, оскорблял ваши чувства, оскорблял вашу религию, ваших близких, вас лично, но вы, как профессиональные спортсмены, не должны себя были так вести и залазить в клетку, чтобы избивать Конора. Дана Уайт уже объявил, что спортсмены, которые приняли участие в драке после боя, которые напали на Конора в ринге, они будут отстранены от участия в UFC, скорее всего будут лишены виз в США, и их вопросом будет заниматься атлетическая комиссия Невады, которая подчиняется UFC. Почему профессиональные организаторы не должны забывать о том, чем чревато поведение их спортсменов до боя и после боя? Если разбирать поединки в армрестлинге, было на моей памяти несколько драк. Одна из самых ярких драк, которые можно было увидеть совсем недавно, это был 2012 год, это был Камран Атаев и Вадим Акперов. Это была драка посреди сцены во время прямой трансляции, когда кто-то из соперников, кто-то из спортсменов сказал друг другу что-то оскорбительное. В Америке любят шоу. Если мы говорим об армрестлинге, то есть такая лига Вал, в которой принято друг на друга ругаться, говорить гадости, можно говорить матерные слова, это даже могут показывать где-то, запикивать на телевидении. Но я считаю, это абсолютно не спортивно, когда на тебя машут руками, когда ведут тебя вызывающе. И, скорее всего, это явный договорняк, когда друг на друга кричат гадости, но никто не дерется дальше. Это шоу. Это то, что показывает Вал. Если говорить о ходе проведения поединка, то нужно отдать должное Хабибу. Хабиб вел себя по-спортивному, как настоящий профессиональный атлет, до последней секунды. Конор
вел себя совершенно иначе. Он оскорблял всех и вся, говорил все, что он хотел. И, конечно же, для меня это абсолютно непрофессионально. С точки зрения шоу, еще раз повторюсь, если бы не было такого человека, как Конор, наверное, не было бы таких сумм гонораров, которые на сегодняшний день декларирует UFC и выплачивает своим спортсменам. Что же дает нам шоу? Да, друзья, шоу делает нас популярными. Нас узнают на улицах, люди хотят с нами общаться, люди хотят интересоваться нашей жизнью, составляющей всей, которая есть в нашей жизни вокруг профессионального спорта. Как это ни прискорбно, но и политики пытаются на этом также зарабатывать, увеличивать свой индекс цитируемости благодаря нашим профессиональным именам. И мы это прекрасно видели, что политики самых высоких рангов присутствовали рядом с Хабибом, рядом с Конором, и на этом они увеличивали свою популярность. Почему Хабиба поддерживают на сегодняшний день самые высокие чины в государстве, в том числе и в республике? Потому что Хабиб – национальная звезда. Для России в целом это человек, который отстоял честь флага. Для республики это человек, который отстоял не только свою честь как мужчины, но и честь своей религии, ту, которую представляет республика. Многие спрашивали меня мое мнение о поведении Хабиба после боя. Многие сказали о том, что Хабиб очень плохо себя повел, что повел себя так, как подобает его народу, и это было очень некрасиво с его стороны. Я согласен, это было некрасиво. Но лично мое мнение, что если бы я услышал в свой адрес оскорбления лично меня, моего отца, моих близких и моей религии, того, что ценно для меня, то поверьте, я немножечко больше, чем Хабиб ростом, и прыгаю, наверное, немножечко дальше. Я думаю, что я точно долетел бы до Дилана и сделал бы то, что хотел сделать Хабиб. Я поделился с вами своим мнением о профессиональном спорте, о спортивной этике и о том, как я вижу развитие профессионального спорта не только в армрестлинге, но и в целом во всех силовых видах спорта. Я считаю, что трэш-токинг все равно должен быть регулируемым. Профессионалы типа Даны Вайт и Игоря Мазуренко должны писать четкие правила о том, что может делать профессиональный спортсмен до поединка, во время поединка и после поединка. И, конечно же, мы все должны оставаться с вами людьми в первую очередь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте мне вопросы и делитесь своими комментариями под данным видео.